Senin bizimle derdin ne? Öldürmediğime pişmanım. Keşke ölümü benim elimden olsaydı. Ne? Cihan. Huyun aynı baba. Tıpkı onun benim bağrına bastığı gibi. Sen de bu kadını bağrına basıp korumaya çalışıyorsun ama bu kadın benim gibi değil. Cihan benim oğlum. Ali de benim karım. Boşanmayacağım. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Что произойдет, когда сын Экмеля Шахин совершит набег на особняк? Какова будет реакция Джихана, когда Садакат Ханем скажет, что Экмель необходимо устранить? Как Джихан выйдет из этой сложной ситуации? Как Джихан смирится с тем, что его старший брат Баран, его дядя Экмель? Направит ли Джихан пистолет на Шахина и скажет ли ему, что он сожалеет о том, что не убил Экмеля? Узнает ли Аля, что скрывает от нее Джихан? Отказалась ли Аля от мысли уехать из-за Джихана? Заберет ли Джихан Экмел своего племянника из Мардина из-за страха, что он навредит Джихану и Алие? Чью шпильку Аля нашла на столе Джихана? Поняла ли Нари, что Алье тоже начал нравиться Джихан? Почему Джихан побеждает Демира? Сможет ли Садакат разлучить своего сына Джихана с Алией? Продолжит ли Джихан заботиться об Алие и своем племяннике Джихане как о своей семье? Обо всем этом и многом другом в этом видео. Если вы хотите принять Джихан Алию и ее племянника Джихана как семью и быть с ними при любых обстоятельствах и иметь большую любовь в будущем, а попытки Садакат Ханем разлучить их будут тщетны, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к нашему анализу, наслаждайтесь. Когда сын Экмеля Шахин врывается в особняк с оружием, в его глазах пылает гнев и жажда мести. Двери особняка распахиваются, и Шахин предстает перед Джиханом. В то время как все смотрят на него с шоком и страхом, кажется, что мстительный поступок Шахина полностью нарушит равновесие в семье. Шахин полон решимости потребовать объяснений того, что пришлось пережить его отцу Экмелу. Среди этого хаоса раздается спокойный, но решительный голос Гэжи Садакат. «Вы должны устранить Экмеля», — шепчет он сыну. Взгляд Джихана становится тусклым, на его лице отражается глубокий конфликт и колебания. Как Джихан ответит на просьбу матери? Он разрывается между инстинктом защиты своей семьи, с одной стороны, и совестью, с другой. Джихан глубоко потрясен, когда узнает, что его старший брат Баран на самом деле родственник его дяди Экмеля. Джихан, который женился на Алие и заботился о своем племяннике Джихане согласно завещанию Барана, с трудом принимает эту новую реальность. Внутри вас нарастает гнев и сожаление. Он скажет, что испытывает огромное сожаление из-за того, что не убил Экмеля, когда тот направил пистолет на Шахина. Это сожаление станет испытанием терпения Джихана. Аля спрашивает, кому принадлежит заколка для волос женщины, которую она нашла на столе Джихана. Аля, которая чувствует, что Джихан что-то от нее скрывает, полна решимости узнать правду. Это лишь вопрос времени, когда Аля узнает секреты Джихана. Пока Джихан пытается скрыть эту правду от Алии, ему приходится нелегко из-за сильных чувств, которые он к ней испытывает. Хотя Аля думала о том, чтобы уйти от Джихана, она отказывается от этой идеи благодаря искренним усилиям и любви Джихана. Аля хочет остаться с Джиханом, но может ли это решение подвергнуть их жизни большей опасности? Джихан планирует увезти Алью и ее племянника Джихана из Мардина, чтобы защитить их от гнева Экмеля. Когда он говорит «я должен держать их подальше отсюда», в его голове формируется новый жизненный план. Но госпожа Садакат не позволит этого. Тем временем Нари начинает понимать, что у Алии тоже есть чувство к Джихану. Наре нравится близость между Алией и Джиханом, и она поощряет их открыто выражать свои чувства и быть счастливыми. Конечно, Нари, которая не говорит об этом напрямую Алии, но тайно счастлива, может сообщить своему брату Джихану об интересе Алии к ему. Майн, которая очень любит Джихана и ревнует его к Алие, также играет опасную роль в этих отношениях. Моя ревность перерастает в сильную враждебность к Алие.
Майн начинает строить планы, которые не позволят Джихану и Алие быть счастливыми. Моменты, когда он думает, если в сердце Джихана нет места для меня, то и я не дам ему покоя, усилит волнение сериала. Тем временем избиение Джиханом Демира, владельца больницы, где работает Аля, еще больше усиливает напряжение в сериале. Интерес Демира к Алие и его симпатия к Джихану и Алие в прошлом являются одними из важнейших факторов, вызывающих гнев Джихана. Когда Джихан избивает Демира, он на самом деле выражает все внутренние конфликты и ревность. В этом хаосе госпожа Садакат пытается всеми способами разлучить сына с Алией. Видя в Алие опасную угрозу, госпожа Садакат усиливает свои действия против сына, говоря, Алия станет катастрофой для этой семьи. То, насколько далеко зайдет госпожа Садакат, чтобы разлучить Джихана и Алию, будет и дальше преследовать нас как предмет огромного любопытства. Джихан, который полон преданности своей семье, пойдет на большие жертвы, чтобы защитить ее. Когда он говорит «Я защищу тебя и нашего сына», любовь и ответственность, которые он испытывает к Алие, еще больше укрепляют Джихана. Госпожа Садакат раскрывает Джихану еще один большой секрет. Эта шокирующая правда переворачивает мир Джихана с ног на голову, когда он узнает, что его первый сын, покойный муж Алии Баран, на самом деле родом из Экмеля. Как вы думаете, продолжит ли Джихан поддерживать Алью и своего племянника Джихана, несмотря ни на что? Как Джихан справится с этой реальностью? Приведет ли темная тайна прошлого Экмеля к дальнейшему обострению конфликтов в семье? Узнает ли Шахин о том, что сделал его отец? Когда гневные слова Джихана застанут Алью и Нари врасплох, поймут ли они, почему он так говорил? Большие события, которые произойдут в сериале «Узак-Шихир», вызывают у зрителей глубокое любопытство. Эта история, полная семейных тайн, мести, любви и ревности, продолжится захватывающими сценами. Услышит ли Аля разговор Джихана с фотографией отца? На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.